дождь, надеюсь, мы под него не подпадем. Дождь на Кипре, что-то невероятное. Тогда, когда по полгода здесь стоит. Ну, тут с утра прямо гроза идет, да? Ну, кстати, я думаю, что если ехать передним ходом, правильно? Вперед будет быстрее. Ну, можем попробовать. Это традиционная кипрская мельница. Она была открыта в 1930 году. А, собственно, машины, которые сейчас работают, были запущены в 1940 году, то есть им почти что 100 лет. Сверху засыпается пшеница в эти конусы, внутри установлен камень, жернова, да, которые мелят. И уже отсюда выпадает мука сразу в мешочке, практически расфасованная. Здесь ее взвешивают и продают. Так вот, эта мельница, она работает всегда, но здесь никого нет в те моменты, когда она не мерит муку. И ты можешь просто прийти, взять необходимый для себя пакет и положить денежку вот в такую коробочку, закрыть ее и уйти со своей мукой. Для хлеба, который будем делать сегодня, нам понадобится 12 килограмм муки. И сейчас вот такую свежую помолотую мы ее измеряем. Καλημέρα. Это замоченный для хлеба кунжут, сезам и анисовые зернышки. Их просто замачивают для того, чтобы они были липкие, да? Вот. И сейчас на их основе мы будем готовить настоящий кипрский хлеб. О, это закваска, которую используют для приготовления хлеба. Из муки такой грубой добавляют еще промышленную муку, потому что она более мелкая. Вот, и хлеб из-за этого становится такой более воздушный, да. Вот сейчас получится 10 килограмм теста, это около 15 хлебин. А, это теплая вода. Это очень хорошая среда же для дрожжей. Ой, как в детстве. Такой большой кусок теста я еще никогда не месила. Но, судя по всему, это возможно. 10 килограмм теста сейчас месим. Это оливковое масло. Оно делает хлеб очень мягким. И сейчас накрывают теплым, потому что это дрожжи, им нужна такая комфортная атмосфера. И оставляют на час. На входе в дом висит, представим, что это амулет против змей, потому что здесь очень много змей, и они достаточно опасные, поэтому висит вот такой амулет уже с змеей. Это оливковый хлеб, традиционный для Кипра. Здесь есть оливки, сушеная мята, свежий кориандр, оливковое масло, лук и тесто. А зачем кусочками? Для того, чтобы сейчас равномерно все вмешалось, впиталось. Ой, класс! Оливковое масло для мягкости и много-много-много-много кунжута сверху. Сейчас прогорят дровишки, и мы туда отправим огромное количество хлеба. Я такое количество хлеба не видела, по-моему, даже нигде. Маша, ну что, вкусный хлеб? Нам принесли сироп кэроба, чтобы макать туда хлеб. Он такой сладко-соленый, как меласа. Что в этом есть? И хлеб с зерой. Очень вкусный, очень горячий. Thank you. You know what is this? It's a pomelo. Thank you. Мы сейчас проезжаем через пригороды Аргаки. Аргака, она чем знаменита? Это единственное место в Европе, где растет манго. Кипрские манго, они небольшие, чуть больше груш, наверное, и они всегда зеленого цвета.
Они не бывают красные, но они очень сладкие. Здесь внизу находятся лимонные сады. Сейчас декабрь, сейчас разгар цитрусового сезона. И рядышком авокадо находится. Их можно отсюда увидеть. Тот случай, когда не страшно идти в кусты. Вау! Класс! Это заросли авокадо, их здесь очень много. Боже, сбылась моя мечта, я обожаю авокадо. Их так много, глянь, их просто не видно, они такие же, как листья. Причем даже формы такой же. Их здесь очень много. Нет, конечно, они дубовые. Это так, если честно. Но мы их положим рядом с яблоками, и все будет очень здорово. Потому что яблоки помогают другим фруктам, находясь рядом, созревать быстрее. Oh, be careful! Beautiful. Thank you. Thank you. Вау. Смотри. Огромный, он как мяч. Это дерево гуавы. Это дерево манго. И кажется, я в раю сейчас. Come this way. We have some other mandarin. О боже, опять там все устелено мандаринами. Найс. Очень сочные. Очень сладкие. Для нас это просто катастрофа видеть, как мандарины или апельсины или лимоны валяются просто потому, что их много. Как здорово, когда это можно просто сорвать с дерева. Так все просто. Мы сейчас в горах хотим показать совершенно другой Кипр, о котором даже мало кто догадывается и имеет представление. Сейчас 4,5 градуса тепла, и мы надеемся застать снег на Родосе. Мы сейчас заехали высоко в горы, и это первый раз в моей жизни, когда я еду на Кипре по снегу. Посмотрите впереди, что творится. Вон, посмотри, как того носит, видишь? Вот конкретно гололед. Сейчас мы где-то припаркуемся и выйдем, потрогаем кипрский снег. Хрустишь? Хорошо, да. Хрусти. Кипрский снег, по которому мы идем в летних кроссовках. Мало того, здесь 4 подъемника работают, на которых можно покататься на лыжах. Я не знаю, ли они открыты. Мы сейчас на высоте где-то 1800 метров, а подъемники на 2 километрах находятся. Мы наверх уже не доедем, потому что машину начала носить, она на летней резине. Она не приспособлена для зимы. Но тем не менее, вот он, пожалуйста. Вот вам кипрский привет. Жаркий кипрский привет. Маша рулит. Я как героиня из фильма «Отдых по обмену», когда она приехала из Америки в Великобританию, первый раз села на арендованную машину, и каждый раз, когда уехали по встречке машины, она кричала. Потому что это очень странно, что машины едут с другой стороны. Сейчас на Кипре, а Кипр это, помнится мне, британская колония в прошлом. И здесь сохранилось левостороннее движение. Я пытаюсь сейчас немножко переучиться и перестроиться, хотя не совсем легко дается. Самая большая проблема в том, что с левой стороны у тебя еще целая квартира. Это, конечно, совсем-совсем необычно. И справа, и слева никого нет. Я перестраиваюсь не в ближайший ряд, естественно, а в левый. Мы сейчас свернули с автобана и пытаемся успеть на последние секунды заката. Это старая дорога, которая соединяет Пафос и Лимассол. Она называется Б6. И мы только что по ней проехали. И мы считаем, что это самая красивая байкерская или вообще дорога на Кипре. Вот там находится камень Афродиты, возле которого, по легенде, она вышла из пены морской. Да, и мы решили отдать этой дороге первенство, да? Первенство, и выбор вдвоем.